Всем привет! Вы на канале Twin Китая. Мы продолжаем проходить сестринство космического колеса. Я думала о том, чтобы все-таки сделать еще какую-то карту, либо попытаться сделать карту с как это полностью, полностью, как это сказать? Боже, Лер, возьми себя в руки. Ладно, неважно, все, неважно, забудьте. Этого не было. Ну, фиг я, конечно, пойму. Из того, что я могу примерно плюс-минус знать, это, по-моему, титаны. Каменоломня титанов. Вот мне давали что-то Медник. Ух ты, медник, жесть. Каменоломня титанов. А где? А почему? Подожди, а разве каменоломни титанов не должно быть? Ладно, подожди, верни. А если давай другое посмотрим? А, так тут не каждый раз... Подожди, тут не каждый раз даются одни и те же карты. Самая большая из известных звезд, когда-то в ядре этого красного сверхгиганта был заточен Левиафан. Так, я что-то не врубаюсь. Родина кинжальщицы Георгины, эти белые пески проклятые, они пробуждаются и превращаются в костяных демонов. Георгина охотится, на них создает из них тел церемониальные ножи. А вот эту вот я ищу сейчас там, где война. Подожди, ты хочешь сказать, что я могу соединить только те, которых у меня нет карты? Я правильно понимаю сейчас или неправильно? Подожди. Блин, а походу да. Нет. Небесный караван же вроде у меня. Небесный караван, подожди, ну возьми. Небесный Левиафан. Наверное, в небесном караване должен быть, да? Сейчас я посмотрю, что тут еще есть. А ну-ка, выбери это. Вот это мне давали, кстати, плащ сути. Вот же, блин. А что я выбрала? Зерно знания, небесный Левиафан. Зерно. Вот же, блин. Не получилось опять. Но я взяла хотя бы то, что хотела. Блин, это надо было, походу, изначально их собирать как... Ах, серьезно? А что так жестко? Ладно. Ладно, окей, пусть так. Стой тут. Вот это сзади тебя будет. Корона, я не знаю, пофигу. Вот это вот... А вот это у тебя повязано. Еще плащ такой-то, типа, что-то около Супермена. Да. Ну, блин, я думала... А я даже завтыкала этот момент вообще. Походу. Ладно. Ну, будет так хорошо. В принципе, тоже ничего. Это только повыше. Да, вот так. Ладно, вот это можно в другое место куда-то, я не знаю куда. Вот тут висит настенная такая плюшечка. Вот блин.
Это что, мне второй раз придется ее играть или что? А почему такой красный свет? Неважно, пофигу. Жар птицы. Караван торговцев разносит слухи, пересказывая мифы. Это небесное создание открывает новые пути. Если его разозлить, Левиафан препятствует пониманию. Плащ сути солдата помогает выбрать цели, подпитывает конфликты. Направление, открытие, обман, тайна, решительность, прямодушие, власть, вредительство, вражда, защищенность, личность. Окей. Сложно. А ну стой, а я могу вот здесь что-то читать и смотреть, я правильно понимаю? Что бы поделать? Не знаю, зачем. Это просто для прикольчика. Можно будет потом почитать тогда. Ой, я, блин, не поставила этот... Время. Блин. Сколько времени прошло-то сначала? Так, Джун Рейша. А, та, которая Джасмин. Давай ее пригласим. Давай пригласим ее, пускай. Ух ты. Ух ты. Ух ты, какая интересная. Добро пожаловать, рада встрече. Спасибо, что позволила прийти. Я не привыкла общаться с молодыми ведьмами, так что прежде всего заранее приношу извинения, если выражусь резко или неуместно. Не волнуйтесь, без особых церемоний со мной не нужно. Славно. Ты должна проголосовать за Жасмин. Мне не интересна ее программа, но мы обязаны поглотить Трупеданы. О, я думала, ты будешь меня убеждать, а не просто начнешь командовать. Мы как никогда близки к тому, чтобы открыть новый пласт понимания мира. Пополнить свои ряды мы еще успеем. Как знать, возможно, достигнув следующего уровня познания, мы сможем пробуждать ведьминское начало в ком угодно. Да, это было бы удобно. Если позволишь, я изложу свои аргументы. Прошу. Ты не против, если я призову судьбозрящий диск, чтобы узнать наши шансы на взаимопонимание? Честно говоря... Ладно, давай, пофиг. Славно. Прежде всего, хочу сделать тебе подарок, дабы продемонстрировать, как полезно может быть обретение могущества. Я узнала, что ты создаешь собственные карты, используешь в них аркан. Обладая достаточной силой, ты могла бы создавать собственные арканы, а не ограничиваться теми, что можно найти в гримуаре. Вот. Аркан. Чек. Новый. Раскаивающийся. Единственный выживший член братства Тихой Скорби, получивший свое название из-за обета молчания, которое давали все братья. Ого, сколько тут надо. Спасибо. В застенках Инквизиция встретила кающегося паломника. Он ничего мне не сказал, но произвел на меня неизгладимое впечатление. С помощью холостической формулы заключила его энергию в сверхаркан, который ты можешь применить для прорицания. Только подумай, какие тебе откроются возможности, если любое явление в космосе ты сможешь превратить в карту. Разве это веская причина, чтобы лишить множество ведьм возможности переродиться? По-моему, это эгоизм. Понимаю, что ты умна, обычной лестью твое мнение не переменить, так что далее продемонстрирую тебе свое могущество. О, как интересно, что ты сделаешь? Благодаря пониманию холостической формулы стала невосприимчива к судьбе. Прости, что засмеялась, но это звучит нелепо. В таком случае предскажи мне будущее. Выстави против меня самую сильную карту. С удовольствием. Однако учти, что моя формула может повредить твои карты. Ты уверена, что хочешь рискнуть? Поверю тебе на слово. Карты мне дороги. Жаль. Для тебя это был бы полезный опыт. Возможно, но я потратила на эти карты так много времени, что не хочу ставить их под удар. Отрицая энтропию, ты накапливаешь груз, который не позволит тебе развивать ведьминские силы. Привязанность ограничивает рост. У меня свои методы. Не сомневаюсь. Ну, какие еще у тебя есть аргументы в пользу поедания старой корги? Думаю, на сегодня достаточно. Твой разум слишком отягощен и не может впитать мудрость, которую я готова делиться. Очень жаль. Да и показатели диска невысокие. Но до нуля они не снизились. Время покажет, станем ли мы союзницами. Хорошо. Я еще навещу тебя. Буду рада видеть тебя в любое время. Прощай. Опа, привет. Занятная личность эта Джун Рейша. Она слишком много о себе мнит. Я ей сочувствую. У нее тот особенный взгляд, который может узнать только Левиафан.
Ты о чем? Такие глаза. Они бывают лишь у тех, кто заглянул на ту сторону бытия. Они вызывают спокойный ужас. Понимаешь? Мне кажется, если я продолжу постигать таинство этой колоды, однажды обзаведусь такими же. Возможно. А возможно и нет. Ты для этого слишком несгибаема. Я не настолько упрямая. Мне кажется, ты скорее обретешь ауру настоящей профессионалки. Для этого требуется особая уверенность в себе. О, спасибо. Ею обладают только глупцы или мудрецы. Я все еще не уверен, кем тебя считать. Угорает. О, ха-ха, очень смешно. Куда ты пошла? Куда она пошла? Что происходит? Ты куда идешь? Она сама пошла, я ничего не знаю, ничего не делала вообще. Опа, и шо? Ты нафига сюда пошла? Не грибу. Так. Так, давай позовем... Это кто? А кто это тут у нас? Я уже... это Грета. Хочет кое-что рассказать. Давай пообщаемся. Она тоже классная. Гергина, Грета классная. Привет, красавица. Привет, Грета, как ты? Лучше некуда благодарить тебя. И сейчас и не только о Левиафане. Что? Слушай, я хотела поблагодарить тебя за помощь. Вот. Гайдория, ужасы путешествуют по космосу, не в силах никому навредить. Не стоит открывать перед ними двери, и они станут кошмаром всего сестринства. Ого, классно, прикольно, спасибо. Я заключила энергию своего Левиафана в сверхаркан. Думаю, для твоей колоды он пригодится. Грета, как здорово! Огромное спасибо. Рада, что тебе понравилось. Я сделаю с ним великолепную карту. Большое спасибо. Боги, какая ты милая. Перестань. Я должна сказать тебе кое-что еще. Ой, господи. Романтики. Что романтики? Какой романтики? О чем ты? Романтик. Я в тебя влюблен. А? Что? А, да? А, так можно было? Ой, я думала с Абрамом... как его там за Абрамар? Я думала, что мы с ним... Ну ладно, будем. Ну, так тоже неплохо. Или с Георгиной думала. Но про нее тоже, типа, подумала, что, может быть, что-то такое назревает, учитывая ее некоторые реплики. Но... Так, что делать теперь? Вопрос. Грета? Что это за прилив энергии в груди? Я раньше никогда такого не ощущала. Это печать воды? Я тоже тебя... Подождите. Да подождите, в смысле, что происходит? Подожди, я ничего не это... Куда, как? Подождите. Какое люблю ты тоже, что произошло? Это такое что? Нет, я не могу сказать, я не то чтобы против, просто это как-то было, ну как-то не то чтобы... Да нет, то чтобы неожиданно, капец. Очень странно происходит, не знаю, может быть, я не успела просечь этот момент, когда у них завязалась супер интересная дружба и романтические чувства, но так странно наконец сказать это вслух, но так здорово. Я люблю тебя. Не знаю, как такое возможно, но я не думаю, что когда-нибудь кого-то так сильно полюблю. Ты что, меня колдовала? Слушай, подождите, я уже там с Абрамором настроила все, что можно для нее. Он высшее существо, как-никак. Может, он там все-таки ее сделает бессмертной обратно. Потом, в конце концов, я не знаю. Ну, блин. Мне кажется, это судьба, да. Только мы выбирали тогда, что мы пожертвовали бы бессмертием. Так что... Упс. Что будем делать теперь? Не знаю, целоваться? Грета? А что? Мы обрели нечто прекрасное, почему будем не насладиться? Да... Да. Если что-то будет, я вырежу, если что-то жесткое. Ну, типа, потому что да. Потому что YouTube все дела. Не знаю насчет смысла жизни, но это было просто невероятно. Я тебя люблю. Что происходит? Знаешь, я еще никогда не была с другой ведьмой. Это просто невероятно. Я тоже. Надеюсь, мы будем повторять этот опыт почаще. Да я хребашу, я вообще не ожидала этого. Да что тут происходит? А что тут происходит?
Извините, я просто реально не ожидала, максимально неожиданно. Происходит сейчас вот это вот, максимально я в ужасе. В шоке, точнее, не в ужасе. Я хочу тебе кое-что предложить. Как ты смотришь на то, чтобы я переехала к тебе? Ой. Конечно, только если тебя это устраивает. Я не хочу навязываться. Я в основном медитирую, занимаюсь исследованиями, и я с радостью буду делать это здесь, чтобы составить тебе компанию. Это сюжет? Так надо было, или это я что-то сделала не так, как надо? Ты достаточно просидела в одиночестве. Это великолепная идея, Грета. Да, перебирайся ко мне жить. Тогда договорились. Больше не будешь одна. Спасибо тебе большое. Я не знаю, это было как-то очень прям... подожди, так она же тоже получается наполовину левиафанка или нет, или да? Я должна рассказать тебе кое-что. Что такое? Ты не единственная, кто связалась с левиафаном. Нет, ты не можешь рассказывать. Ты о чем? Я тоже призвала. Да, подожди. Блядь, что происходит тут? Она вначале ему обещала, кажется, да? По-моему, она обещала вначале, что она этого не расскажет. Она ведь обещала или не обещала? Или я уже что-то путаю? Я ничего не понимаю. Я понимаю, что я вообще в шоке. Да ладно. Ты доверила мне свою жизнь. Будет честно, если я сделаю то же самое. Абрамар, покажись. Святая вселенная. Абрамар! Абрамар! Как такое возможно? Об этом никто не знает, даже мои лучшие подруги. Зачем ты завела Левиафана? Я его не завела, мы с ним партнеры. Мы с тобой сейчас разговариваем только благодаря тому, что я его призвала. Я просто не могла больше выносить одиночество. Поэтому призвала его, и мы вместе пытаемся вернуть мне свободу. Именно Абрамар научил меня использовать магические арканы для создания собственной колоды. Хотя бы друзьями-то они будут, блин. Он меня так прикалывал. Я обязана ему жизнью. Это как бы... прикинь, если он тоже в нее вселится, как в эту. Это как бы, так поточнее выразиться, невероятно круто. О, как же здорово наконец признаться в этом кому-то. Спасибо за понимание. Шутишь? Где ты найдешь лучшего слушателя для таких откровений? Но если серьезно, спасибо, что доверилась мне. Я это ценю. Само собой, ты можешь на меня положиться. Мы с тобой теперь партнерки по запретным ритуалам. Неужели? Это самое лучшее партнерство в мире. Абрамар, можешь нас оставить? Хорошо. У тебя могущественная колода, могущественный союзник. Надеюсь, космос готов к тому, что еще преподнесет ему моя милая фортуна. Надеюсь, что в итоге для нас все кончится хорошо. Я в тебя верю. Спасибо. Она прям тут будет сидеть, все? Хамбец? Ханейшн, ты тут теперь осталась? Абрамара, пожалуйста, позовите. Я вообще ничего не понимаю, пусть он мне объяснит, что сейчас произошло. Ух ты, прикольно. Что бы поделать? Мне просто интересно, мы этого еще не видели. Привет, Грета. Если что, вырежу. Снова же. Что это? Мне что-то дали? Грета, как ты... это просто будут всякие типа общалки. Прикольно. Как ты познакомилась с Георгиной? Она была одной из первых, кого я встретила после перерождения. Та же история. Она очень любит новеньких. Но мы-то с ней переродились в одну декаду, так что вместе привыкли к новой жизни. Как здорово. Когда я с ней встретилась, она уже была опытной ведьмой, так что она меня опекала, пока я не встала на ноги, так сказать. А потом мы продолжили общаться, потому что нам обеим это нравится. Удивительно, кстати. Георгина быстро устает от философских рассуждений. Пожалуй, именно поэтому я так ценю нашу с ней дружбу. У нее есть особый талант спускать с небес на землю. Да, она как стихия, это точно. Я могу много лет провести, погрузившись в мысли, так что хорошо, когда есть подруга, которая может вернуть меня в реальность. Насчет земли и небес я, кстати, тоже не знаю один способ, и он весьма приятный. Не сомневаюсь. Я раньше недооценивала способности оргазма прояснить голову, а зря. Знаешь, прямо сейчас мне, кстати, не помешала бы некоторая ясность. Fake all, как бы. Конечно. Конечно, главное нам ничего не это. YouTube ведь явно будет... Что такое? Тебе снится. Ты изготавливаешь красивую гитару из древесины тысячелетнего дуба с голубыми листьями. Ты не умеешь играть, поэтому призываешь духа музыканта, который будет жить в этом инструменте. Ты касаешься струн и плачешь от их нежного перезвона. Я грыбашу. Ты кто? Фортуна. Интересно, почему о том, что тебя разрешили принимать гостей, я узнаю не от тебя, а от других. Понятия не имею, насколько ты в курсе последних событий, но нам нужно поговорить. Патриция. Подожди, Патриция? Это же ее сестра, нет?
Определение ценностей. Патриция. Кто это Патриция? Блин, я реально забыла. Сестра. Тогда жилось куда труднее, чем сейчас. Когда мне было столько лет, сколько нашему Майклу, я уже работала. А что ты делала, бабуля? Помогала маме шить рабочую одежду для фермеров. Вот бы и мне уже работать. В школе тоска, а карманных денег мне почти не дают. Да ты получаешь больше меня, чем я тогда зарабатывала. За каждый пошитый предмет я получала 30 центов. Сколько? Зачем тогда вообще было этим заниматься? Маме нужна была моя помощь, ей за каждый предмет платили $2. Но по тем временам этого хватало, чтобы кое-как прожить. Ба, почему теперь все стало настолько дороже? Не уверена, что смогу тебе объяснить. Подожди, это ее бабушка. Я все время путаюсь, это сестра или бабушка, или сестра или бабушка, я грыбу. Не уверена, что смогу тебе объяснить. Как вернемся домой, спроси у папы, что такое инфляция. Да вроде сестра, да? А тебе твой папа это объяснял? Нет, к сожалению. Он погиб на войне в Испании и успел научить меня только, как обращаться с ножом и готовить лучшую паэлью в мире. Обожаю твой желтый рис. Ну, еще бы, зайка. Завтра приготовлю паэлью, что скажете? Да, все хотят. Бабуль, зачем ты приехала в Америку? Все-таки бабуля. Тогда, когда она вытянула из... Да, это была бабушка, подожди, тогда почему она ее называла сестра? Просто как формально сестра, в смысле сестра, сестра. Типа, как я тебя сестра назову. Я хз, не понимаю. Во-первых, не в Америку, а в Соединенные Штаты. Ладно, зачем ты приехала в Соединенные Штаты? Через пару лет после папиной смерти мы с мамой и вашей тетей Фортуной были вынуждены бежать во Францию, спасаясь от фашистов, а потом перебрались в США. А кто такие фашисты? Очень плохие люди, которые не любят тех, кто думает не так, как они. Или просто отличается от них. Снова же фейк. Фейк для ютуба. Фейк гейм, хз. Фейк ситуэйшн. В США есть? Довольно много, к сожалению. Ой, ба, что ж нам тогда делать? Не переживай, я сумею всех защитить. Бабуль, расскажи нам еще про тетю Фортуну. Да, это все-таки ее сестра. Я просто почему-то подумала, что вот эта девочка... Это Фортуна. Блять, да что со мной не так? Я не... Что, мысли путаются, капец. Ладно, здесь как раз подходящее место, ведь именно на этом берегу я в последний раз видела вашу тетю. Потому что Мария Фортуна. Я подумала, что это Фортуна. Господи, наконец-то мне дошло. Потому что это Мария Фортуна, но не та Фортуна, которая ее сестра, Понятно. То есть она тут умерла? Я вам 1000 раз объясняла, тетя Фортуна не умерла, она отправилась жить среди звезд. Бабуль, ладно тебе, я уже взрослая. Но я вас не обманываю. Мы приехали сюда чудесным летним вечером, нас было 3, мы с тетей Фортуной и наша подруга Ева. Ева хорошая, она мне дает конфеты. Да, Ева всегда была очень доброй. Фортуна испекла вкусную пиццу, мы открыли бутылочку виноградного сока. Вина. Да, Мария Фортуна, вина. Хочу вина. В ту ночь был потрясающей красоты звездный дождь. Все мы загадали по желанию. Я загадала, чтобы моя сестра стала счастливой. А она была несчастной? Да нет, я бы так не сказала, но ей было мало хорошей жизни здесь. Ваша тетя непростой человек, у нее с детства был особый дар. Но этот мир не был к нему подготовлен. Вот она вдруг сказала: «Я хочу быть ведьмой». Ой, мне страшно. Тише, Майкл, не бойся, она добрая ведьма. Потом она встала, пошла в море. Звезды падали ей навстречу, с небес поднимались с дна океана, будто приветствуя ее. Она шагала вперед, пока не пропала в воде. То есть Фортуна утонула? Да нет же, сколько можно повторять, она отправилась жить среди звезд, ее тело так и не нашли, значит, она не утонула. Теперь она живет в волшебном мире, присматривает за всеми нами. Почему она к нам не приходит? Честно говоря, сама не знаю. Поняла, все стало на свои места, все теперь стало понятнее, а то я совсем разобраться не могла. Здравствуй, Фортуна. О, нет, ты расстроена. Я бы сказала, скорее разочарована. Когда ты собиралась сообщить мне, что тебе разрешили принимать гостей? Я не хотела тебя беспокоить, пока не разберусь со своими проблемами. Хочешь сказать, ты даже в изгнании умудрилась найти себе проблемы? Понятия не имею, почему я до сих пор за тебя переживаю. Что мне сделать, чтобы ты стала мне больше доверять? Разве я тебя подводила? Патриция, хватит, я тебе уже много раз все объясняла. Я тебе доверяю, просто не надо меня спасать. Ты всегда влезаешь в мои дела, пытаешься решить мои проблемы. Я хочу, чтобы ты была мне подругой, а не матерью. Хотя мама моей жизнью никогда настолько не интересовалась. Поверь мне, я в курсе. Кто, думаешь, менял тебе подгузники и водил в школу? О, начинается.
Слушай, мы с тобой в последний раз виделись 200 лет назад. Давай пропустим споры, сразу перейдем к теплой, но слегка напряженной беседе. Хорошо. Ты все еще присматриваешь за потомками? Нет, мне это надоело пару поколений назад. Мне было важно присмотреть за Марией Фортуной, Эриком, Майклом и остальными. Любопытно, как они воспитывают своих детей, какими те вырастут. Даже не знаю. Эгоистичное желание увидеть свое наследие. Но в какой-то момент это потеряло всякий смысл и превратилось в воэризм. Я наблюдала, как живут незнакомые мне люди. Другими словами, они перестали вспоминать тебя. Иди ты. Я слишком хорошо тебя знаю, зараза. Как твоя работа? Ну, жизнь архивариуса, как всегда, богата на впечатления. Почему же ты не сменишь занятия, если тебе скучно? Да нет, я без сарказма. Сначала этим занималась, потому что мне надо было как-то привыкнуть к новому миру, в который ты меня затащила. Но теперь работа меня захватила. Оккультные науки настоящие, а неземная эзотерика действительно увлекают. Я как будто раскладываю реальность на составляющие. Каждый день на пороге научного прорыва. Еще немного я сама стану писать трактаты. Представляю, как будут потрясены ведьмы, когда я переверну их представление об оккультном. О, звучит здорово. Ты станешь их читать? Ну, разумеется, могла бы и не спрашивать. Ну, когда мы были смертными, ты ни одного моего романа не прочла. Просто лесбийские бульварные романы интересуют меня куда меньше, чем оккультные науки. Это аргумент. Как дела у Джульетты? Вы все еще вместе? А, нет, с этим покончено. Мы расстались около 50 лет назад. Из-за чего? Она добровольно перешла в арбитражный суд. Можешь себе представить. Но с чего вдруг? Жизнь ведьмы для нее оказалась слишком свободной, лишенной цели. Она хотела, чтобы я решала, как ей поступить и что делать, но я не из тех, кто готов вести в отношениях. Когда она находила себе занятия, все было в порядке, но стоило мне захотеть побыть одной, ее одолевали тревожность и депрессия. Она знала, что причиняет боль нам обеим, в итоге решила просто отказаться от своей свободы. Согласно ее письмам, став арбитром, она обрела цель направления в жизни. Жалко, хотя, наверное, все к лучшему. Экзистенциальный ужас, распространенный среди ведьм недуг. Обратная сторона бессмертия. Хватит болтать. Ну, а ты что скажешь? Что ты натворила на сей раз? В каком смысле? Наверняка что-то стыдное, опасное или незаконное. Мое наказание смягчило арбитр, только и всего. Брехня. Меня ты не обманешь. Уверена, что-то тут не так, иначе бы ты и сама сообщила мне, что тебе разрешили посещение. Что тут у тебя теперь... и что у тебя теперь новое Таро. Блин, я не знаю, если нужно будет ей сказать про Абрамора. Она и так уже вроде сказала тем, кому не нужно. Ну, нужно, не нужно, я имею в виду то, что не нужно, а не тем. Я просто уже не уверена теперь, насколько точны мои воспоминания о том, что мы договаривались, что она никому не расскажет про Абрамора. Что они с ней договаривались. Это не Таро. Тем более, что ты натворила? Ты ведь не просто так хотела меня видеть. Хотя вот я бы сестре больше доверяла и сказала это. Потому что она, во-первых, сестра, во-вторых, она ей на желание загадала, чтобы это было счастливой. Я думаю, что она... Ладно, Абрамор, покажись. Охренеть. Фортуна, это что, Левиафан? Рад познакомиться, Патриция. Оно еще и говорить умеет. Что значит умеет? Левиафаны вообще-то изобрели язык. Я не оно, называй меня он. Фортуна, что ты натворила? Я сделала все, чтобы выжить. Выжить? Да тебя за это казнятся, труд из реальности. Я все равно как будто не существовала. 200 лет на этом астероиде куда хуже смерти, Патриция. Да, тебя трудно винить. Это все проклятая Дана. Ничего, думаю, эти выборы помогут нам выкрутиться. Сначала надо будет попросить кое-кого об одолжении. Может, мы еще успеем подать заявку от твоего имени. Патриция, что? Ты снова это делаешь, перестань. Это мои проблемы, я сама с ними разберусь. Хрена с два ты разберешься, смотри, во что ты вляпалась. Я стала ведьмой на десятки лет раньше тебя, не нужно меня поучать. На земле ты была мне старшей сестрой, но теперь это в прошлом. Более того, ты теперь, считай, стала младшей, так что не зазнавайся. Ты что мне сейчас сказала, свинья-то неблагодарная? Что слышала? Теперь моя очередь тебя оберегать. Тебя могут отказать уже за то, что ты знаешь о моем Левиафане и помогаешь мне. Я даже лучшим подругам о нем не сказала, и тебя не собиралась спутывать. Охренеть. Мне твоя помощь не нужна. Чем скорее до тебя это дойдет, тем лучше. Да зачем ты сделала меня ведьмой? Никем я тебя не делала, тебе было суждено ею стать. Сколько еще раз мне повторять одно и то же? Я просто разложила карты. Постой. Что?
О боги, ты в порядке? Я действительно сделала тебя ведьмой. О боги. Патриция, прости. Ты о чем? Что? За что ты просишь прощения? В чем дело? О, черт, твой рак. О боги, за что мне это? Фортуна, успокойся. Прости меня. Я недавно кое-что узнала о моем даре, и все это меняет. В чем дело? Я не читаю, я пишу. И что это значит? Недавно меня посетил труп Эданы, и она рассказала, почему отправила меня в изгнание и отняла карты. Я не предсказываю будущее, я создаю его. Мои пророчества становятся реальностью. Я тебя убила. Тихо, тихо, успокойся. Во-первых, мы были детьми, ты не ответственна за мою судьбу, какие бы силы ее не определяли. Из-за меня у тебя был гребаный рак. Эй, замолчи. Я прожила прекрасную жизнь. Не было бы рака, меня бы избил грузовик или убили последствия наркоты. Ты ни за что из этого не отвечаешь. Но все равно, мне правда жаль. Ты права, ты всегда была права. Я сделала тебя ведьмой, и я не могла смириться с тем, что ты умерла, утащила твою душу в космос. Ну, да, в этом ты виновата. Ну, вообще-то жизнь ведьмы меня устраивает, все лучше вечного небытия. Но теперь за тобой должок, так что ты обязана мне довериться. Ты так хотела, чтобы я вернулась в твою жизнь, что вырвала меня из клыков смерти. Будь последовательным. Патриция, я не могу. Я не хочу больше врать в руки карты, эта ответственность меня убивает. О, послушай, понимаю, твои способности с точки зрения этики вызывают много вопросов. Но мы уже не на Земле. Я не встречала ни одной ведьмы, которая бы не владела невероятной силой и не использовала ее для удовлетворения своих амбиций. А ты, получается, суперведьма, ну и что? Возьми и используй свою силу во благо. Ну, не знаю, Патриция. Более того, по-моему, ты обязана это делать, как тот паука-человек, который нравился Еве. Обладать большой силой, не использовать безответственно. Там не так говорилось. Не так? Ну, суть ты уловила. Но где-то граница, которую нельзя переступать. Зависит от обстоятельств. Я знаю, что ты добрая, не боюсь верить в твою судьбу. Давай, погадай мне. Серьезно, о чем? Узнай, как я умру. Что? Нет. Да брось, рано или поздно умирают все, даже ведьмы. Начертай мне прекрасную смерть. Патриция. Когда я была смертной, знание о том, когда я умру, дало мне едва ли не суперспособности. Как ни странно, мне не хватает этого экзистенциального ужаса. Прошу тебя, Фортуна, просвети меня еще раз. Ладно, я тебя люблю, Патриция. И я тебя. Блин, жесть. Неужели опять? Но учти, это последний раз, когда я гадаю на твою смерть. Переродишься снова, справляешься с жизнью сама, как все остальные. Ладно. Постой. А как работает эта твоя новая колода? Для тебя ничего не поменялось. Механика такая же, как у Таро. Но я сама делала эти карты, заключая в них арканы, поэтому могу настраивать стиль гадания под себя и не ограничиваться классическими символами из Таро. О, круто. Ну, показывай, как это работает. Конец. Конец. Конец, the end. Дурной знак. Ясненько. Тебя казнят за то, что ты выпустишь на волю ужасную силу, которая уничтожит половину ведьм в этой вселенной. Господи! Тебя убьет на дуэли другая ведьма из-за какого-то глупого спора. На дуэли ее убьет Георгина? Ее убьет Георгина, да? Половину ведьм вселенной уничтожить очень жаль. И, блядь, это жесть. Не худший вариант. Но почему спор обязательно должен быть глупым? Что-нибудь поэпичнее нельзя напророчить. Прости, это не так работает. Карты предлагают мне несколько вариантов вероятного будущего, и я работаю с ними. Ты можешь узнать, сколько мне осталось? Прости, не могу. Но раз в пророчестве об этом ни слова, значит, в ближайшее время ты точно не умрешь. Ладно, хоть что-то. Ну, что скажешь о моей новой колоде? Крутая вещь. Если честно, Таро мне уже поднадоели. Да, если подумать, то и мне тоже. А от этих карт я так быстро не устану. Ведь я могу создавать все новые и новые. А иллюстрации сама рисуешь? Круто. Создаю их из имеющихся арканов, но это все равно оставляет довольно широкий простор для творчества. Не знаю, лично мне интересно. Рада, что ты хорошо проводишь время. Так, с моей кончиной разобрались. Как насчет того, чтобы теперь предотвратить твою? Ну, начинается. Ладно, что ты придумала? Ты выставишь свою кандидатуру на выборах. Что? Нет. Я сейчас не шучу. Когда узнала, что Эдана сдохла, Ковен нужна новая глава, сразу подумала о тебе. С твоим прорицанием ты идеальная кандидатка. Поэтому меня и взбесило, что я так поздно узнала о том, что тебе разрешили принимать гостей. Мы потеряли очень много времени, которое пригодилось бы для подготовки кампании. Мне жаль, что так вышло, но ведь одного дара предвидения недостаточно, чтобы управлять Ковеном. Мы же выяснили, что я не читаю судьбу, а пишу. Это такая ответственность. Георгин и Жасмин уже выставили свою кандидатуру. Одного дара предвидения недостаточно. Я совершенно ничего не понимаю в политике, я не гожусь на роль лидера.
Твой дар притязания тут самое важное. Я же не говорю, что ты станешь диктаторкой вроде Даны. Можешь набрать доверенных лиц, можешь соответствовать, и можешь советоваться хоть со всем сообществом, но именно твои решения будут в конечном итоге определять, как действовать Ковину. Это, конечно, замечательно, но я уже пообещала Георгине, что помогу ей стать новой главой. Очень жаль. Будем надеяться, она нормально воспримет новость о том, что ты выставляешь свою кандидатуру. Но я не хочу выставлять свою кандидатуру. Брось, Фортуна, мне что, на колени перед тобой вставать? Дело вовсе не в этом. Чтобы управлять Ковином, недостаточно умения манипулировать будущим. Я на это не гожусь. Как раз годишься. Ты умная, чуткая, к тому же способна видеть будущее. Ну или писать его, невелика разница. С организационными вопросами я тебе помогу, мы отлично сработаемся. Что делать? 50 на 50. Ладно, ты меня убедила, выставлю кандидатуру. Наконец-то. Поверь, из тебя выйдет отличная глава Ковина. Ты не первая, кто говорит, что из меня вышел бы отличный лидер. Пожалуй, еще немного, и вы меня убедите, что мне стоит попробовать. Еще как стоит, ты просто обязана это сделать, и я помогу. Прежде всего, нужно определиться с программой. Я соберу сведения о текущем положении дел на политическом фронте и все тебе изложу. Тогда решим, какой будет твоя позиция по ключевым вопросам. Ладно, как все быстро завертелось. Не переживай, в основном все ляжет на меня. Скоро увидимся, пока можешь подготовить свою колоду, расслабиться. Когда вернусь, займемся делом. Ясно. Тогда до встречи. Ну, да, давай с тобой еще поговорим. А, нет, стоп, с тобой мы не поговорим. Любит твоя сестра покомандовать. Да, с тобой мы не поговорим, потому что и так времени немного прошло. На этом мы закончим. В этой серии вообще что-то завертелось реально прям очень неожиданно, очень быстро, как-то резко. Ну, окей, посмотрим, что будет дальше тогда. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.